С вами рассматриваем следующую тему. Это системы Аджна, которые включают в себя поток Аджна, луч Аджна, кобра Аджна, там всякие запчасти, то, что мы с вами сегодня рассмотрим. В двух словах по значению, скажем, потока, когда мы выполняем силовые упражнения, собственно, одно из ключевых отличий того, что мы делаем на наших занятиях, от всего остального, что существует, это возможность изменять программы. В основном развитие идет там, где разрешено. Мне хочется петь, играть, танцевать, человек пошел вот это делать. Там, где ему страшно, лень, не сформированы ценности, то есть где есть воздействие, и они блокируют те или иные ценности и стремления, чаще всего вот эта работа не ведется. А мы что делаем? Мы проблему затрагиваем, она начинает шевелиться, конечно, там где-то рычать и кусаться, проблему затрагиваем и ее вытягиваем. Но, разумеется, если человек вкладывает сюда усилия, а ее не защищает. Вот чтобы можно было что-то изменять в себе, мы используем там самовнушение, там силовые упражнения или любые другие механизмы, которые имеют вот именно эту основу. Четко формулируешь программу, логическую программу, и вкладываешь необходимые усилия воли. Вот чтобы эти команды, как убирать негативные программы, так и что-либо создавать в себе, неважно, программы менять, или там третий глаз раскрывать, или там раны штопать, абсолютно неважно. Да? То есть мы на чем-то концентрируемся, задаем программу, вкладываем усилия воли и запускаем соответствующий процесс. Вот чтобы процесс любой шел, у нас два основных механизма. Все это системы самовнушения. Да? Одно – это поток энергии идет через шею вниз на наши чакры, да, там, по кресту, да, по каналам, по потокам, по чакрам, да, через внутреннюю концентрацию. Второе – через поток Аджна. Отличие потока Аджна – он может куда угодно идти на нас и куда угодно, куда достанем в окружающий мир. Скажем, работать с чьим-либо фантомом или с каким-либо эгрегором, или неважно, свою квартиру, там, пыль поубирать с потолка энергетическую, да, что это в основном один из основных механизмов поток Аджна. Если просто там, пыль прибрать, это может быть там, поток правой руки, а вот чтобы преобразовывать, перепрограммировать, да, это прежде всего поток Аджна. Это один из двух изменяющих нас инструментов и основной, который направлен на влияние вовне. Соответственно, он работает хорошо, когда программы преобразований у человека выведены на нужную мощность. Да, это основа, там все лишнее убрать, все необходимое построить. Если ты не изменишься, то твоя жизнь не изменится. Да, вот чтобы получить возможность, ты решаешь вот эту задачу. Убрал негатив, сформировал позитив, ты получаешь право действовать. То есть перед тобой не стоит решетка, да, запрет кармический, если ты все правильно сделал. Это основа преобразования, основа духовных изменений, основа энергетических изменений. По крайней мере, одна из основ. Понятно, что там спорт никто не отменял, все остальное. Но с точки зрения преобразований, это основные инструменты. Когда в сознании эти программы недооценены или заблокированы, то, соответственно, угнетаются механизмы, которые отвечают за реализацию этих программ. Сделай вот это. И когда у человека сделай негатив, то инструмент, который должен делать, он покорежен. Да? Поэтому, соответственно, чтобы наш поток работал, да, это один из основных инструментов изменения вообще, который есть у человека. Чтобы этот механизм работал, нам нужны соответствующие программы. То есть преобразование – это что? Духовные. Основа меняем программы, энергетическая, работаем уже с системами, способностями, с чем-либо еще. В данном случае духовная составляющая. Сначала программы, за ними эмоциональные реакции уходят, записываем позитивные программы, формируются основания для чувств, для бесстрашия, для чего угодно. Дальше идет уже тренинг, да, который позволяет вот эти программы превратить в реакции. В реакции, в отношения, в свет в глазах, в чувства и так далее. Но вначале должны появиться программы. Если программы негативные, то какой там свет? Человек рычит. Да, почему? Потому что программа негативная. Да, скажем, первый уровень развития, а мы с вами говорили, один двойничок, капсулка маленькая. Да, второй уровень развития, там 22 дополнительных двойника, кругленькая. Третий уровень, там, вернее 12, да, капсула такая уже, яйцеподобная. Дальше там третий уровень, кругленькая. И не просто кругленькая, а там все насыщается энергосистемами.
Вот каждая энергосистема, она отвечает за свои функции. Вот это там за бесстрашие, это за этику, это там за разум, это там еще. Да? То есть вначале идут энергетические преобразования, они позволяют раскрываться системам. Какие-то системы накачиваются чистой энергией, там, прокачками, спортом или любыми другими способами, вот как человек энергию набирает. Вот задача, чтобы этой энергии становилось больше. Почему? Энергия – это основа жизни. Без энергии все падает. И падает и зрение, и память, и ноги с трудом шевелятся. Когда избыток энергии, все раскрывается. И рисуем, да, для чего человек рождается. Из воплощения в воплощение по ступеням подниматься вверх, по уровням роста. Представляем тело, шаг за шагом все лучше, там, со временем перевоплощения, модель меняется, более совершенная, энергия растет, сердце пылает. Да, вот вы становитесь больше энергетически, потоки сверху становятся больше. Хорошо. То есть одна функция на себя, и себя перестраивать. Второе направление – это вовне. Вот программы, которые блокируют вовне, это в целом влияние. Мне нужна сила, вот без энергии человек влиять не может. Он не слышит, от него ноль энергии, или он вообще как бы втягивает себя, как бездонный колодец. Да, поэтому если есть избыток энергии, можно влиять. Если энергии нет, да, он не зажигает сердце, он не воодушевляет. Поэтому влиять нужна энергия, тем более целенаправленно, там, работать с фантомами, или то, что мы с вами говорили, преобразовывать. Так, человек, там, эгрегор, или вот, с чем мы соприкасаемся. Но для этого должна быть программа. Как вы достигаете успеха? Вы идете вперед, и вы влияете на происходящий мир, вы что-то в нем изменяете. Напоминаю, как это работает. Да, вот. В данном случае ажна, не только ажна, там, системы синтеза энергии создают энергию, да, поток, и он направляется туда, куда нужно. Да, вот системы подключения, скажем, подключается ли к чакре там, к человеку, или к чакре, с кем он работает, да, к какому-либо фантому, или в целом к фантому, и идет энергия. Каждая частичка имеет свою программу действий, да, подключается, я разрушаю страх. Да, и энергия, которая разрушает страх, его ликвидирует. Неважно, к себе или к другому, и я усиливаю или строю то-то, то-то. Подключается энергия, она выполняет определенную работу. Кобра ажна в это время смотрит, что там рядом происходит, ну, скажем, сосредоточено, ничего другого не видите. А кобра говорит, посмотри, тут лишние зашли. А, да, боковое зрение сработало или еще что-либо. А информационный поток, мысленно поговорить или к чакре подключиться, информацией обменяться. Но чтобы мы работали, вот, да, чтобы ажна хорошо работала, должна быть решимость. Я хочу влиять на окружающий мир. Позитив, негатив, в конечном итоге весь негатив, все проблемы должны быть устранены. Проблемы, слабости, страдания, переживания, все, что мешает. Убрать все, что не хватает, строить. А там, этику, там, что угодно, чего не хватает. Достроить и в конечном итоге, чтобы этот процесс развивался и жил по законам духовным, да, по законам Бога. Хорошо, дальше управление подключением. Да, вот поток ажны, подключились к манипуре, мы слушаем, да, вот идет процесс, да, вот идет ли энергия, идет ли преобразование, вот обратная связь. Да, вот, да, наконечник, это может быть там и 1,5 метра, может быть точечка маленькая, подключение сжимается, ну, вот взяли чакру, и мы слушаем, внимательно слушаем, идет ли необходимый процесс. Если там противоположная программа, не хочу на себя смотреть, не хочу видеть свои проблемы, еще что-то там. Не хочу. Человек вообще не хочет этим управлять. Да, поэтому все соответствующие механизмы, они переломаны. Переломаны, угнетены, обесточены там по-разному. Человеку не важно. Вот, не хочу себе что-либо менять, там, предположим. Но в данном случае именно подключение. Раз, и фиксируем, идет ли процесс, тот, который нам нужен. Если человек этого не делает, ну, там, отвлекается, опять же, или еще что-то, то механизмы управления не работают. Да, датчики, передача энергии, обратная связь через каналы, слышать, да, или стремление. Если ты что-то делаешь, ты смотришь, какова реакция. Ты получаешь желаемый результат. Все правильно, все хорошо. Следующая мощность энергии. Да, в идеале у вас есть четкая шкала, вот 0, вот нежная работа, так чуть-чуть там, очень нежно прикасаемся к тонкому телу, предположим, чтобы там не порвать, да, там чуть-чуть там марафет навести. Ну, во многих случаях перепрограммирование сознания, да, программы, большие объемы, это на полную мощность. Вот это должна быть линейка, и человек для себя определяется. Мне очень важно, чтобы это все было точно выставлено. Результат достигается при максимальном усилии.